Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Приветствую вас на канале Ленивый огород. Заканчивается первая волна плодоношения садовой земляники, и самое время заняться размножением лучших кустов. В прошлом году я отметил для себя, с каких кустов я буду брать розетки для размножения. Для размножения выбираем экземпляры с самыми крупными ягодами и урожайными кустами. В этом году я не давал возможности этим кустам цвести и плодоносить. С них я буду укоренять розетки, растущие на усах. Это мои так называемые маточные кусты. Существует несколько способов укоренения розеток клубники. Можно пришпиливать розетки прямо в грунте в взрыхленную почву. При этом зачатки корешков углубляют в почве, а розетка остается над землей. Первое время розетки питаются от материнского куста. Для размножения растений я использую только две первые розетки с первого уса, остальные выкидываю. Через время укорененные розетки пересаживаем на постоянное место или оставляем на грядке. Можно пришпилить розетки в ячейки, установленные рядом с маточным кустом. Этот метод хорош, если вам нужно немного рассады. Для большого количества кустов будем использовать кассеты для рассады. Нарезаем усы с розетками, которые будем укоренять. Кассеты заполняем плодородным грунтом. Я использую торфогрунт универсальный, который предназначен для выращивания рассады. Добавляю третью часть песка от общего объема и хорошо перемешиваю смесь. Усы нарезаю в солнечную погоду. Розетки нарезаю, оставляя ус примерно 3 см с двух сторон. В кассету сажаю розетку, заглубляю ус с одной стороны, второй ус остается снаружи. Так саженец не выпрыгивает из ячейки, и укоренение саженца получается отличным. Таким же способом сажаю все остальные розетки. Уход заключается в регулярном поливе и опрыскивании розеток раз в неделю раствором эпина или циркона. А сейчас хорошо поливаю. Стимуляторы роста помогают укорениться розеткам в короткое время. Можно такие саженцы сразу высаживать в грунт, а можно их пересадить в емкость побольше и высадить растения в грядку через месяц. Я решил еще немного подрастить укорененные розетки земляники. Насыпаю грунт в мешочек для рассады. Устанавливаю растения и присыпаю грунтом со всех сторон. Стараемся не засыпать точку роста. Остается полить растения и все. Рассада подросла, можно высаживать ее в грунт. Готовим посадочную яму. Важно, чтобы при высадке рассады корневая шейка не была заглублена. В посадочную ямку добавляем 2 столовые ложки любого комплексного удобрения. Я использую нитроамофоску, столовую ложку суперфосфата. Сверху немного присыпаем плодородным грунтом, чтобы не обжечь корни клубники. Обильно поливаем лунку водой и помещаем рассаду в посадочную ямку. Присыпаем грунтом растения со всех сторон и еще раз поливаем водой. Также сажаем остальные растения.
Я надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Удачи, увидимся!